Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть «Легенда об Искателе». Это 8-я серия первого сезона. Все вокруг, все кругом писали, что ж там будет-то 8-й серии, что там вообще, вот это все, что было до этого, все А 8-я серия, это, конечно, вообще, это какой-то невероятный шедевр. Вот мы и дошли до 8-й серии, соответственно. Будем смотреть, что же это за шедевр. Пока что нас соблазняет чья-то нога, чей-то ботинок и нога в чем-то ботинке. И посмотрим, чем же эта серия нас с вами сегодня удивит. Я вот правильно сказал, соблазняет, тут по-другому никак и не сказать. Смотрите, какие кадры показывают. Это мужчина. Почему? Ну, хотелось бы, чтобы ты такой обломался. Ну а что, мужчина не может соблазнять? Госпожа Денна. Ух ты. Генерал Нас? Доминантша какая-то? Ролевые игры в замке начались? Что это такое? Скажу, что рада тебя видеть. Искатель меня преследовал. Пытался заполучить шкатулку Одена. Его пора остановить. У тебя целый легион солдат, генерал. Что для них убить одного человека? Есть Реально. новый приказ. Ты схватишь Искателя и обучишь его. Я думала, лорду Ралу нужна его смерть. Лорд изменил планы. Обучишь его чему? Ну, очевидно Чему же, она может научить? как одеваться в латекс и быть сексуальным. Именно в таком наряде еще вот это, знаете, маски такие, которые вот так вот имитируют челюсть собаки какие-нибудь. Вот он оденет это и вот в таком костюме пойдет драться с Рал. А исповедница будет ревновать. Ей нельзя ревновать. Об Искателе. Она исповедница. Исповедь таким не занимается. Стой! За нами идут. Ты уверен? Что? Так, смерть с нулевой, понятно. Ему уже не помочь, В смысле ему уже не помог? как и тебе. Это сон. Почему? Келли, простись. А, это ее... Что? Тебе что-то приснилось. Какие странные сны снятся, мать. Просто плохой сон. А где белое платье? Вообще. Все нормально. Она в белом платье. иногда, Я тебя поэтому- убила. Хорошо, что это просто сон. Что, если не сон? О чем ты? Что же это тогда? Предчувствие? Пророчество, убьешь меня. видение. Ну, пророчество. Что-то сказала, я предам тебя. Ты знаешь, что Зета не думает. Ложь все, что она не скажет. Она ведьма. Могущественная ведьма. И знает, что в зале пророчеств написано. Да подожди, если она говорит, что ты его предашь, предательство это разным может быть, не обязательно же убивать искателя. Может быть, ты, как вот у вас остался последний кусок хлеба, ты его захомячила, сказал, что хлеба больше нет. Вот тоже предательство своего рода, искателю кусок хлеба не достался. Предательство может быть, может ты ему изменишь, вы женитесь, вот это все, потом изменишь, тоже предательство. Предательство вообще разное может быть. Кто-то в белом предаст искателя. Келлен, А, она поэтому в зеленом, она такая, не, я теперь, это не про меня. Это не ничего. мое платье, я его сожгла. Я в зеленом, ко мне претензий ноль. ты Ладно. никогда не сможешь предать меня. Нет, это противоречит всему, во что ты веришь. Я опасна для тебя. Какие прикольные у нее веснушки. Я не так давно знаком с тобой, но за всю жизнь я никому не доверял больше. Никому не был так привязан. Где-то батя, который его воспитал, пожертвовал жизнью. Сын, за что ты так со мной? Келлен, я... Так, любить нельзя вам. Все, забудь такое слово. Что?
Скажи, я хочу с тобой дружить. Давай в дурака поиграем. Да нет, все, сейчас все. Все, нет, нельзя. Где Z? Z, ворвись сюда с палкой по голове. Бы Z. Что ты? Сейчас же она его проклянет своим проклятием вот этим целительским. А, она же ему не сказала еще. Так это тоже сон. Думаешь? Да не знаю. Да не, не сон. Просто это немножко странно, если это не сон, она такая, мне нельзя вот это делать, потому что если я так сделаю, я сразу, у меня включится режим исповедницы, Да-да-да. типа, и я сразу подчиню, ну, получается, по идее, он уже должен быть в ее плену, ее очарования. Но он Может, же... пока, может, чуть попозже еще. Может, она такая, сдерживаем чувства. Возможно. А еще возможно, короче, что на искателя исповедницы не действует, потому что последний-то искатель был 1000 лет назад, и они как бы не знают, на что там способен искатель-то. Они как бы боятся, что исповедница не может иметь сношение с кем-то, потому что у нее есть силы. Но у него-то тоже есть силы, и пока этот момент нам не раскрывают, мне кажется. Нет. Это неправильно. Почему? Тебе Ты потому не что понимаешь. 18 нет. Да, не понимаю. Этого никогда не будет. Ты можешь объяснить? А то он сейчас, ну, как бы неправильно так делает. Вообще не. Вот ты, главное, тому непонятно кому рассказала. Две дороги. Думаю, надо подойти с юга. По факту. Я с вами не иду. Ты это о чем? Ричарду опасно быть рядом со мной. Из-за того, что лживая чертовка Шота сказала тебе об этом мнимом пророчестве? Шо? Ты веришь, пророчество можно отвести. И пытался это сделать, спрятав Ричарда в Хартленде. Но не вышло. Не так ли? Неважно, во что я верил. Ты не должна бросать Ричарда. Я вовсе не бросаю его. А спасаю. Я спасаю его. От чего именно? От тебя. От женщины в белом. От предателя в белом. Ты был прав. Ну, Я неравнодушна к нему. Мы уже там, знаешь, чем занялись Ночью я- ночью? Вот расскажи. Я чуть не потеряла контроль над собой. Если бы я не остановилась, Ричард был бы навсегда потерян. вот зачем, вот почему старик должен разбираться в их любовных делах? Реально. Старик уже такого на Он своем знает веку. ее чувства, он повидал. знает его чувства. Он что, психолог вам, чтобы вы ему один рассказывал свои чувства, другой рассказывал свои чувства, а потом должен, ну давайте воссоединимся, дети мои. Что это такое? И пророчество бы исполнилось. Но ведь ты смогла остановиться. Возможно, завтра у меня не получится. Кэлен, ты сильна. Такая она, конечно, блин, пророчество бы исполнилось. То есть и такое ощущение, что вот ей сказали про пророчество, все, это пророчество должно в течение дня случиться, в течение 2 дней. Это же не так работает, что... Он даже не знает, она ли это. Во-первых, да, а во-вторых, ну предательство, я вот объяснил, вообще может быть, хоть через 20 лет реально буханку хлеба не поделили, вот тебе и предательство. И ты никогда не допустишь этого. Чтобы сама нет. Но откуда мне знать, как пророчество может исполниться? Вдруг я предам его из-за колдовства или обмана? Одно я знаю. Но подожди, если мы опять уходим в тему пророчества, как там мне уже писали в комментариях. Смотри, у тебя пророчество, кто-то в белом предаст. Даже, предположим, гипотетически, что это ты. Ты сейчас уходишь от них, думая, что ты их спасаешь. Но на самом деле ты действуешь по пророчеству, потому что пророчество уже предположило, что ты их оставишь и кинешь. В итоге она уйдет, ее Рал подчинит, и она будет сражаться против иска. Вот тебе и случилось пророчество. Опять в белом кто-то предал. Так что, мать, не все твои действия, которые ты думаешь, что против пророчества, действительно против пророчества. Пророчество не отводится. А я знаю, что искателю нужна исповедница. Я думала об этом. Многие исповедницы спрятались, когда Рал объявил охоту на нас. Одну из них я знаю, она укрылась в селении здесь близко. 2 дня пути. Ты дала клятву. Я помню, но есть другие способы ему помочь. Я не бросаю Ричарда в его миссии. Но не могу с ним остаться. Твои чувства к Ричарду пугают тебя, дитя.
А если вот появится другая исповедница, она тоже в него влюбится, и потом тоже такая, я вас отведу еще и к третьей? Да, так это и работает. И так он все время будет ходить от одной другой исповедницы. Получается, по рукам пошел. По рукам пошел. По исповеднице. Невообразимо трудно не иметь того, что доступно другим молодым людям. Но Ричард тоже силен. Если скажешь ему правду, он поймет. Реально, мать, И пора бы. пройдем через все это с тобой вместе. Я знаю Ричарда. Если он узнает, что я люблю его, он бросит все. Будет ходить за мной. Да, Старайся- он же дурак, он же такой, да ну нафиг этого Рала, давай жить вместе. Да, целуй меня, хочу быть в плену. убедить в том, что у нас есть будущее. Но его нет. И потому он никогда не должен узнать об этом. Давай. Обещай мне, Зет. Он будет сам за свои действия отвечать. Реально. Что происходит? Ты не можешь уйти. Ты нужна мне. Нужна Зеду. Я могу стать опасна в любую минуту. Без тебя я бы уже был мертв. Со мной тебя ждет нечто похуже. Да гораздо. почему Хуже ты-то? смерти? О чем ты говоришь? Так, сейчас, секундочку. Сейчас гениальная у меня мысль в голове сценарическая. Короче, женщина в латексе была в красном, а сейчас она придет и будет вся в белом. Она будет предательницей, Я возможно. тоже так думаю. Но мне кажется, не все так просто будет, а может быть предатель вообще чуть позже появится. Все может быть. В какой-то неожиданный момент, и это будет кто-то, Но кому мы доверяем. они просто очень сильно мусолят сейчас тему пророчества, так что как будто кто-то сейчас должен появиться именно. Слишком подозрительно. Это как-то связано с прошлой ночью, да? Нет. Да. Пиструн свой Вы навострил исповедуете непонятно правду, куда. Но не умеете лгать. Кэлен, прости за тот поцелуй. Я виноват, но ведь ты тоже Да, ты тоже меня вообще поцеловала. пленить хотела, мозг мне Это закрутить. была ошибка. Скажи мне в глаза, что ты не чувствуешь ко мне того же, что я к тебе. Я к тебе ничего не чувствую. Да драма, блин, И никогда не буду. из пальца высосанная. Давай еще заплачь. Вот если бы они Ва- умели разговаривать, опять же. Да, Если бы они она нормально. все сказала, решили бы все проблемы. Реально, я вообще не понимаю, какой у нее триггер молчать. Типа, да, он, конечно, пойдет за мной, будет с Ралом этим драться, ой, не будет драться, а будет за мной. Мать, но он тоже, наверное, не глупец, он понимает, какая ответственность на нем и что он должен спасти мир. Так что это, конечно, Как ты странно. мог ее отпустить? А что я мог, сплести волшебную паутину вокруг нее? Мог бы Да, просто меня нормально. поддержать. Ты от меня что-то скрываешь. Да, я твой дед. Урок 18, искатель. Смотри на то, что впереди, а не у тебя за спиной. На тебя? На его затылок. Затылок Зеда лучшее, что ты увидишь в своей жизни. Ричард, у тебя за спиной! После того, как нам показали, как он вроде бы в первой серии или во второй серии раскидал там 20 этих стражников Рала, сейчас, когда ты видишь, типа, 5, там, 6, ты такой думаешь, зачем это вообще сюда вставлять? И так понятно, что он всех победит. Вот. Ричард, нам их не победить! Надо уходить немедленно! Их Брось две. меч! Ты поздно что-то сказал. Это как? А подожди, это так Это неправильно. азулы местные. Но она нагревает металл, походу, не знаю. Это же меч истины. Мне кажется, меч истины должен быть как бы иметь... Не подвластен этой? Да, он настолько истинный, что защищен от любого вида магии, что его даже вот не уничтожишь. А так как-то странно, что какая-то рандомная деваха берет и подчиняет его себе. Зед, кидай огни! Ричард, нет! А что ты рот открыл? Так он- Нет, туда. Волшебник ушел. Мы получили то, зачем пришли.
Так если так просто можно было получить этого искателя, Почему сразу ее не отправили? реально, зачем были столько потерянных воинов, столько, как Битв. сказать, битв, да, этих головарей попущенных и тому. И вот пришла просто одним движением, и все, сразу искатель в плену. Все, убиваем искателя, сериал заканчивается. Или ее попросили учить искателя не в плане битвы. Ой, смотреть, можно зубы его посмотреть, типа, с другой стороны. Он немножко кривоватый, как будто. Очень интересно дальше. Не учить не в плане учить боевым искусствам, а учить в плане вот этих садомазо игр каких-нибудь. Типа пытки искателя — это своего рода учение. Ну хотя бы в штанах, и на этом спасибо. Можешь называть меня госпожа Денна. Оба! Не очень устал. Скажи, где мой друг? Если я спросила, отвечай. Ты не очень устал? Может, хочешь спать? Я не сомкну глаз, пока не выберусь отсюда. Видишь, она его учит Тогда, подчинению. малыш, ты будешь очень утомлен. Потому что сегодня я намерена заставить тебя умолять меня о передышке в теплой постели. А как работает эта палка, интересно? Какая-то магическая. Наверное. Может быть, просто электрошокер. Скажи мне, где мой друг? Волшебника больше нет. Я сама его убила. Ты лжешь. Ты никогда раньше Мордсит не встречал, верно? Это диснеевский сериал? Это что такое вообще? Я просто сейчас пытаюсь осмыслить. Если это сериал 12+, то какая-то жесткая сцена. Жесткая, и я считаю, надо цензурить большим черным квадратом на все, на весь экран. Прихватывать и контролировать любую форму магии, направленную на нас. Вот почему твой друг пытался предупредить тебя не трогать меч. Я обратила силу меча против тебя. А дальше я спалила твоего друга дотла с помощью его же огня. Не знаю. Пока непонятно. Но она же врет. Она пытается внушить ему Это тебя не сильно расстроило? Не Нет, мне просто, я думаю, может быть, она действительно могла использовать силу против другого, просто волшебник на ее не атаковал, поэтому она не смогла. А вот меч же она как-то подчинила, возможно, она может как бы обратную силу использовать. Старик действовал мне на нервы. И кто тут у нас лжец? Ты? Ого. Это принадлежало тем, кого я обучала. Это честь добавить меч истины в мою коллекцию. Советую не привыкать к нему. Как раз тот самый мятежный дух, который приносит сплошные проблемы лорду Ралу. Дни Рала сочтены. Он собирался тебя убить. Но он мудр и понимает, что это может превратить тебя в мученика. Что Поэтому привлечет надо еще подчинить. больше людей к твоему вредоносному делу. И тогда он одарил меня честью воспитать тебя. Поздно меня воспитывать. Вот нам, конечно, объясняют, почему его лучше обучить, чем убить, чтобы Я он... все еще не совсем понимаю, что значит обучить. Ну вот. Замучить? Обучить, типа, подчинить. Типа, она его будет сейчас пытать, и тем самым, чтобы он потерял свою волю и был уже их марионеткой. То есть, научить быть куклой, грубо говоря. Вот. И, соответственно, нам показывают, почему Рал хочет оставить его в живых, чтобы он не был как, возможно, божественным символом после своей смерти, за которым бы тянулись люди, чтобы устраивать мятеж против Рала. Но, с другой стороны... Вот это все так геморно, его обучать, потом еще, возможно, он обучится, а потом переобучится, у него это все пелена с глаз сойдет. Придет волшебник, его расколдует, придет исповедница, его исповедует, не знаю. И всякое вот это. И с другой стороны, кажется, что все равно, каким бы мотивами ни было, самое рациональное убить искателя и избавиться от всех проблем, да? Ты видишь,
извиняюсь. Видишь, она сказала, что если его убить просто, то народ Ну, я это и сказал. будут Ну, мятежники. да, но это все равно, это много переменных слишком, и самое простое все равно его убить, мне кажется, чем, ну, заглядывать на то, будут мятежники. До этого же без Искателя как-то справлялись с мятежами, справлялись, что после смерти Искателя мятежей станет. Ну, там еще больше будет. Ну, не знаю. Ты не чувствовал мой Эйджил. А ты что в одно и то же место ты убьешь? Сопротивляешься, тем болезненнее будет его магия. Магия. И когда я закончу так тебя обучать, ты сделаешь все, чтобы угодить мне. Что угодно. И ничто не порадует меня больше, чем Искатель, стоящий у врат Народного дворца, где перед толпой Реально. людей. У него гепатит в крови может быть, Вич, мать, ты так не делай, ты каждого так своего ученика облизнул? Нет, все, тебе надо, конечно, кровь свою проверить на всякий случай. Он примет руку лорда Рала и Заразная. поклянется ему в нетленной Поэтому бледные. верности. Нет. Я возьму этот меч и убью им его. Но прежде тебя. Так ей в лицо надо плюнуть, пока она так близко, Не ну. убью, когда мне угрожают. Да, реально. Точно заразился. Начнем урок. Знаешь, вот у него губа разбита, он такой, Такие смешные, братан. висит и всасывает кровь из своей губы, такой насобирал много и фу, прям как бы большим кровавым какой-то Фу. шлепком ей в лицо. А вы чё, кто? Что тебе здесь надо? У меня здесь подруга, она живет в деревне. Это подруга. Кто она? Моя подруга очень любит белые розы. Ты друг Лары? Ну эти все тоже под гипнозом Лары, понятно, по ним видно, они все вот эти исповеданные, походу. Твое предложение честь для меня. Но не знаю, смогу ли я быть исповедницей. В белом? Я верю в тебя, Лара. Ты справишься. У меня здесь много друзей. Местные за последние годы стали во всем зависеть от меня. Я направляю их в делах, слежу за порядком. Я буду оказывать им любую помощь. Тогда я буду рада служить Искателю. Спасибо. Ты посмотри, в чем она. И подумай. То есть главное, не, она такая интересная, в пророчестве, чё? Да смешно, он как оборотень. В пророчестве говорят предатель в белом. То есть она подумала на себя, но ни на кого другого в белом она не думает. Это очень странно на самом деле. Потому что, ну, Лара тоже в белом. Почему она не может Ну, она такая, предать? типа, обычная одежда исповедницы. Жалко тебя немножко, конечно, братан. Всегда его шпыняют. Ага. Что за мужик там? Дождевая вода. О, спасибо, спасибо. Эта поддержка нам нравится. Спасибо. Я Бенедикт. Ричард. За что они тебя тут держат? Изменилось, конечно. Моя дочь. Шарлот. Я спал у себя дома, когда ворвались эти тхарианские животные. Забрали меня и мою дочь, Мэриэл. Ей только 6. Она здесь? Она в другом замке проходит испытания. Если выживет, из нее сделают Мордсид. Но она еще дитя. Так и создаются эти чудовища. Как женщина, вот эта, которая над ним издевалась, из А-а-а. его дочери хотят сделать такую же. Понял. Они отбирают у родных совсем малышек, безжалостно мучают их, и это длится до тех пор, пока в них не останется ни капли добра. Потом обучают темной магии и тому, как пытать с ее помощью.
на службе у Даркина Рала. Последним испытанием моей дочери будет убить меня. Нормально. Ненормально. Чтобы убедиться, Ну, что что нас ты, жестко. Поэтому, дед, ты должен такой, типа, я не позволю ей пройти это испытание и суицидиться, типа. А если он суициднулся, и она не может убить своего батю, то она не проходит испытание, ее не берут. Так работает? Нет. Или кого-то другого, наверное. Другой какой-нибудь. Вот искатель. Ладно, осуждаю. Своим Свои мысли. мысли. Отсюда не сбежать. Попробуй отвлечь их, и у тебя будет шанс. Ты даже не знаешь меня. Почему ты хочешь это сделать? Я искатель. Почему ты удал мне воду, которой так мало? Я знаю, как это тяжело для вас. Нелегко и для меня уходить из такой родной семьи. Но искателю нужна моя помощь. Кэлен позаботится о вас. Сейчас в Кэлен помидоры полетят. Типа, фу, чё пришла, забираешь нашу проповедницу. Вы будете слушаться и почитать ее, как если бы она была мной. Хорошо, Лара. Как прикажешь, госпожа. Так они подчинены, мне кажется. Почему они тебе так поклоняются? Ты обязана сказать, Лара. Так и так понятно. Ты их исповедала, когда пришла к ним? Да. Я исповедала их всех. Ой, ну так нельзя использовать свою силу, ты в курсе? Исповедовать надо только Ты во благо. уверена? Ты подумай 10 раз еще. Потому что она придет так к искателю, исповедует ее и скажет: все, искатель, таскай мне виноград, я кушать хочу. И все, и твой искатель уже и не искательный. Этих людей в своих рабов. И приказала им забыть свои страхи. Кэлен, они выгнали тхарианцев из деревни. Я дала каждому волю и силы. Защитить свой дом, изменить свою жизнь. И покорно служить тебе? Я сделала это все не для себя. Я хотела лишь помочь им. Ты уверена? Тебе не льстит, что эти люди целиком в твоей власти? Делают, что ты хочешь. Этот мужчина раб. Такие исповедницы, конечно, мне кажется, не всех подряд надо брать. Вот да, я как раз хотел сказать, что у них должен быть определенный кодекс исповедницы, в котором как раз таки типа прописывается, в каких случаях можно использовать силу, в каких нельзя, вот это вот все. И если ты там нарушаешь определенные пункты исповедческого кодекса, то тебя должны аннулировать, там, не знаю, забрать силу, возможно, пустить под трибунал в тюрьму или что-нибудь такое, потому что, ну, это реально не очень как будто нормально. Люди жили, а сейчас тебе подчиняются. Что за прикол? Стал твоим любовником? А как много людей ты исповедала? Это другое. Я исповедовала врагов в битве, помогая искателю в его миссии. И только когда это было необходимо. Кто ты такая, чтобы осуждать то, что я сделала? Я делала то, что считала нужным. Они в безопасности и счастливы. Кэлен! Зед! Лара? Все в порядке, он друг. Что такое? Что случилось? Ричарда схватили. Он у Морсит. Так себе притворяется, притворюшка, да? Типа плохо. Конечно, я тебя раскусил! Я бы заходил в камеру к искателю сразу с этим, с транквилизатором, знаете, я открываю дверь, сразу ему стреляю, чтобы он сразу это вырубился точно, потому что мало ли он там притворяется. Он уснул, там слоновье, чтобы была доза сразу, и потом его выводим тихонько. Беги! Дед, беги, что ты сидишь-то? Давай! Чего ты ждешь? А дед тоже предательный. Ну ты молодец, конечно. Чего? Ты же не думал, что Бенедикт оставит нас, верно? Мы практически семья. Я бы тебя никогда не предал, госпожа. Я сказал ему все, что ты велела. Значит, все, что ты говорил мне про свою дочь, ложь? О нет, все это правда. Но сейчас, проведя у нас несколько месяцев, Бенедикт понял, какая честь для его дочери быть избранной стать Морт Сид. Так ведь, Бенедикт? Да, госпожа.
Ты подстроила это? Зачем? Показать бессмысленность твоих попыток сопротивляться мне. Жестко, да? Показывают очень жестко. Противно. Зато какой, ну ты просто смотри, какого нам. Это вот тебе не до этого каких персонажей показывали. Рыцарь, она реально прям вот внушает определенный страх там какой-то. Ты просто смотришь, думаешь, нифига какая она жесткая. Подчиняет, убивает надежду, рушит личность и всех этот. Как-то прикольно. Ну да, подчиняет. Ты удивляешь меня, Искатель. Мог убежать. Был бы уже у главных ворот. Но дал свой последний шанс на свободу. Ради дитя, которого даже не видел. Почему? Чтобы ее не превратили в такую, как ты. Она такая, ну я хороший. Его чуть ли не до смерти. Пока он не станет делать все, что она прикажет. Лгать, убивать. Они сделают из него пешку Даркенерала. Ричард выдержит. Он выдержит боль, да. Но магия... А вот была бы ты там, возможно, помогла бы как-нибудь защитить Ну, искателя ты своими предательница. исповедническими. Вот пророчество сбылось, ты его предал, ты ушла в самый нужный, опасный момент. Джилов сломает любого. Перед ними даже Ричард долго не выстоит. Я не мог даже попытаться защитить его. Они бы собрали у меня силы и обратили против меня. А без волшебства я всего лишь старик в рубище. Должен быть способ спасти его. Я прошел за Мордсид вплоть до замка. Там дюжины тхарианских гвардейцев. У нас нет людей, чтобы прорвать оборону. Я найду вам людей. Нет, не смей это делать. Почему нет? Она исповедала всех до одного в деревне. Что? Ты слышала, что Мордсид сделает с Искателем? Мы спасем его как-нибудь иначе. Нет у нас никакого иначе. Ты просила меня принять миссию, сберечь Искателя. Это я и предлагаю сделать. Ты предлагаешь, а не те, кого ты отправишь на смерть. У них выбора нет. Ты, кстати, к теории о том, помнишь, когда я рассказал, что исповедница может исповедовать, типа, воинов Даркенерала и, типа, создать мега-армию против него же самого. Вот тоже, видишь, она исповедует просто рандомных людей, чтобы пустить их в войско. Если есть хоть шанс спасти Ричарда, мы должны идти сейчас же. Поехал. Да. Вот это, конечно, цветопередача. Я знаю, что ты делаешь. Хочешь отвлечься, сбежать от боли. Все пытаются сделать это, но не поможет. Твои мысли тоже принадлежат мне. Тогда скажи, о чем я сейчас думаю. Если я коснусь тебя здесь, Эйджилом, твое сердце остановится. Так что говори, кто с тобой был? Дед был. Ралле нужен живым. Ты сама сказала. Убьешь меня. Представь, что он сделает с тобой. Но он нормально держится, очень сильно. Тоже, молодец. А как так? Он выжил? Его оживили? Какой-то фетиш на губы. Что такое? Что с тобой? Она вдыхает в него жизнь. Она забрала жизнь, убила и отдала еще жизнь. Это дыхание жизни. Им мы оживляем тех, кто умер при обучении. Я был мертв? Несколько минут. Если у нее есть черная магия, всякие вот эти приколы, то магия жизни — это дыхание жизни. Это как будто не черная магия, это светлая магия. Откуда у нее она? Немножко странно. Почему она прям... Она даже, ну, как сказать, ничего не сделала такого, чтобы эта магия заработала. Она просто дыхнула, и вот тебе магия сработала. Очень странно. Ты чуть не стал постоянным жильцом подземного мира. Теперь ты знаешь,
что даже смерть не прекратит мучений. Эйджил — это много больше, чем оружие. Прекращай твое сердце биться. Он оставил часть меня здесь. Наши сердца, наши мысли становятся едины. Скоро ты будешь думать только об одном. Как угодить своей госпоже. Капец, она давит вообще, да? Даже вот смотреть неприятно, потому что как будто тебе это говорят. Не знаю, прям раздражает меня она. Тогда все для тебя. Она какой-то... я не знаю, как это описать. Чувство странное. Какой? Да не знаю. Вот это вот. Как будто нет выхода. Ну, показывают специально, чтобы этот Да, ты проникся, да, чтобы прочувствовал. Эйджил — это палка, которую она так называет. С английского есть, короче, тоже такое слово. Это когда... Эйджизм? Да, нет. Нет, эйджил вроде бы. Это когда настолько сильная любовь, что хочется укусить. Чего? О, есть такое слово, вот, короче. Видите, она настолько сильно любит, что палкой кусает, короче, своих учеников. Если я правильно слово помню. Легче. Я больше не буду тебя мучить. Хотел бы так. Но сначала ты должен сказать мне, о Кто ком был ты с тобой? тогда думал. А. Ты что, ревнуешь? Меня зовут Келлен. Зачем ты говоришь? Келлен Амнел. Ты любишь ее. Она тебя исповедала? Поэтому ты любишь ее? Нет. Сейчас она ему Келлен не расскажет. смогла бы так поступить со мной. Ей не нужна магия, чтобы я полюбил ее. Она не сказала тебе. О чем ты? Если вы с Келлен будете вместе, хоть раз, освободится ее сила. Она сокрушит тебя и уничтожит твою душу. Ты навеки станешь ее рабом. Нет, ты лжешь. Тогда почему она не отвечает тебе взаимностью? Такому благородному, смелому парню, как Искатель. Потому что у нее есть другой. Глазу любой девушки. Нет! Это неправильно. Этого никогда не будет. Я не могу поверить, что волшебник не предупредил тебя. Даже не думай, парень. Этому не бывать. Не с ней. Не хочу больше видеть твоих страданий. Да, раздражает прям, не могу тащить ей. Сегодня у меня есть другие дела. 5 метров Так дистанция. что воспитывать себя будет Констанция. Констанция, Она иди очень отсюда. жестока. Ты так не умеешь. Я тебе советую создать убежище в своем сознании, как ты делал прежде. Зачем? Но ты сказала мне не думать о Келлен. Думай обо мне. Ты должен думать обо мне. Как она хитро, да? Типа, если промывает мозги. Типа, думай обо мне, люби меня, я твоя спасительница. А потом вот так и Она такая подчиняй. красивая тут. Так она и так вроде красивая. Ну вот тут такая нежная. Пипец, искатель, ты серьезно? Искатель, ты ее меньше суток знаешь, а уже все, уже втюрился. Вот ты, конечно, вообще ловелас тут еще. То Келлен, то не Келлен ей. Ричард, Я тебя послушался. Я не был с ней. Я был с тобой. что ж, умница. Че, как вам? Блин, вообще жестко, да? Она прям промывает. Прям вообще, ну, как-то... Это неприятно вот через экран видеть. Я не знаю, у меня такие чувства странные.
А причем это, знаете, это очень сильно нетипично показывает. Обычно это как бывает? Типа, Просто муки показывают, просто избиения какие-нибудь. ну и там тоже, знаешь, типа 2 секунды избивают, потом приходит там его команда и спасает, и все. Это в любом проекте так. А тут же прям реально прям промывают мозги так, что как будто он сейчас будет на ее стороне, и придет команда, он будет против своей команды драться уже. Да-да-да. Это очень нетипично. Но часть тебя все еще сопротивляется. Ты думаешь, Взять что, палку? спасив мой Эйджил, ты сможешь вырваться отсюда? Не. Нет. Давай, бери его. Так он сейчас его После того, током. что ты вытерпел, я не отберу у тебя этот шанс. Так она же... Видишь, она пряничек дает, потом кнут. Отнимает сразу, да. Но она же тоже, мне кажется, не просто так в латексе-то ходит. Скорее всего, палка-то такая, ты ее возьмешь, тебя тоже ударят. Поэтому она сама всегда в латексе, чтобы ее не било. И куда бы эта палка ни прикоснулась, чтобы ее тоже не задевал. Типа у нее только лицо не защищено. Наверное, ну она этот еще, может быть, такая, послушает он меня, возьмет палку, Ну да, послушает. может быть. Не, ну ты подумай головой, конечно. Что, думаешь, так просто будет? Я же сказал, надо в перчатках брать. Я лишь хотела, чтобы ты понял. Эйджил причиняет страшную боль любому, кто его коснется. Даже тому, кто им владеет. Или, возможно, все-таки он даже через латекс проходит, просто их-то тренирует для работы с этой штукой, поэтому они уже как бы иммунитет имеют к боли, они не чувствуют ее. Но есть, короче, такая на самом деле процедура, я сейчас расскажу. Короче, там типа массаж электроимпульсами. Одевается, есть типа заряд плюс и заряд минус там вроде бы. Один заряд одевается массажисту, другой заряд одевается пациенту. И в местах, где соприкасается пациента с массажистом... Так долго тянешь. Я формулирую в голове все мысли. Вот, в месте, где они соприкасаются, их обоих бьет током. Но там через место плюса или минуса там где-то больше заряд. Ну, короче, массажист на себя больше урон берет, в отличие от пациента. Но все равно, представляете, каждое место, где он массирует, массажист, все его соприкосновения бьются током. И это и массажисту как бы больно, да, и пациенту. Вот так вот. Да, реально и больно, прикинь. Очень больно, да? Мне жаль тебя. Не беда. Боль — это признак... Ты только что сам взял. Бедняжка моя, иди сюда, иди, положи, убери, не надо тебе это, положи. Бытия ее испытывает все живое. Она объединяет нас. Мортсит обучена использовать боль. Направлять ее. Контролировать. Так тебе тоже надо Научишься. иммунитет получить, слышь? Блин, так-то вообще жесткое у него. Это можно воспринимать как тренировку. Если искатель справится с этой тренировкой, он просто перестанет чувствовать боль и станет еще сильнее. Так что они даже не, как сказать, не во вред ему это все делают, а во благо. Харианцы страшны, но их оружию и черной магии не сломить любовь, связавшую нас. Сегодня победа будет наша. Мы должны спасти Искателя. Пойдем, куда прикажешь, госпожа. Нельзя отправлять их на бойню. Они не ведают страха и готовы к сражению. Ты гонишь этих бедняк в бой против обученных тхарианских солдат и Мортсит. Одно лишь отсутствие страха не спасет их от разгрома и смерти. Тогда любая надежда на спасение Ричарда умрет с ними. Как еще нам вытащить Ричарда? Если мне... Нет, дед, ты что, угораешь? Ты тоже в этой секте? Не, ну подожди. Вы не хотите на свою подружку посмотреть? Внимательно. Изучить. Ну подожди. Ну опять-таки,
Есть вариант потратить жизни, так сказать, 20 крестьян, чтобы спасти искателя, который спасет весь мир. Или сохранить жизнь 20 крестьян, но умирает искатель, и в итоге никто этот мир не спасет. То есть надо... Либо потерять 20 крестьян и потерять искателя. Во! Это вариант самый ужасный, но как бы они-то Ну, идут... и мне кажется, самый возможный из Но того, мне что- кажется, что все-таки они-то идут за делом пожертвовать крестьянами и спасти искателя, потому что это идея. Но в любом случае, это хотя бы какой-то шанс дает им спасти искателя, чем никакого шанса нет, что ли? Ну, можно вдвоем как что-нибудь придумать. То есть вдвоем лучше, чем в 22. Ну, я не говорю, что драться нужно, но можно что-нибудь по-хитрому. Они же внедрялись уже, там, переодевались, что только не делали. Ну, может быть. Удастся проникнуть к Ричарду и поговорить с ним. Я напомню ему, что он искатель. И, может, тогда мы выберемся вместе. А что, если он уже сломлен? Попытаюсь как-то подобраться и убить Мортсид, которая его обучала. Сброшу ее власть над ним. О, это так работает, блин, прикольно. 1 час. А вот напомните мне, потому что я забыл. А если исповедницу убить, которая вот ее убить, а вот эти все расколдуются, или они Мне кажется, будут... да. Я думаю, да. Ждите здесь. Не вернусь к этому времени. Какая интересная серия. Вообще ультра пушка. Хранят тебя духи, дитя. Вот кто бы что ни говорил, в моей голове идеального сюжета я хочу, чтобы они пришли. Это Мортсид такая: блин, я, конечно, такой фигней занималась эти все года, и пошла с ними. Было бы прикольно, типа, Нет. да, прикольно. Нет, убейте ее, все. Фига ты быстро персонажа сливаешь. Госпожа Дэна, позвольте Констанции тренировать меня завтра. Зачем? Реально, Почему ты попросил Констанцию? реально, Ты предпочел ее удары моим? реально. Искатель, ты офигел? Очевидно, я была слишком добра с тобой. Почему ты попросил ее? Отвечай. Ведь тебя тоже Иджел не щадит. Не хочу, чтобы ты мучилась из-за меня. Прикинь, он даже в состоянии уже как бы, такого гипноза, я не знаю, как это назвать. Сумасшествие. Сумасшествие, да. Он все равно проявляет свои качества искателя. Доброты. Да, и беспокоится за свою госпожу. Вот, блин, это тоже интересный факт. Видишь? Проникся им и иди в их команду. Давай. Я не встречала такого, как ты, искатель. Так он иди, 1 на 1000 лет такой Она что, рождается. влюбилась? Кто-то у главных ворот. Прогнать прочь! Это исповедница. Опа! Келлен. Ты должно быть Кэлен. Ричард говорил мне про тебя. Признался, что любил тебя. Но все прошло. Ясно почему. Ты не настолько впечатляющий, как я думала. За мной сотня людей, готовых к битве. Они намерены взять этот замок. Какие сотни там? Мои 20 разведчики человек. видели только 2 дюжины мужчин среди них. И они не бойцы. Это обычная деревенщина. Они необычные. Все, кто там были, исповеданы. Они будут биться насмерть, чтобы спасти Искателя. Многие из вас могут умереть. Может быть, и ты. Я хочу обойтись без кровопролития. Я знаю, как велика твоя сила. Все, что я хотела, остаться с Искателем наедине. Такая, ага. Многого хочешь. Ты же не Мои дура. разведчики также заметили там другую исповедницу. А из того, что Ричард говорил не про тебя, я поняла, что ты не могла поработить невинных крестьян. Выходит, это была другая исповедница. И что дальше? Значит, все, что я должна сделать, это убить ее. И все чары с ее людей будут сброшены. А. Ой, она, смотрите, какая боевая женщина. Что делаешь? Спасает меня.
Проткнул просто насквозь. Это так забавно, он идет, конечно, где. Ну ты сам уже, Морсит, смотри, ты сам уже палочку свою выручалочку держишь. Ну все, может тебе такой, блин, не хочешь такой же латексный костюм примерить? Нифига у него мышцы, да, прям вены видны, прям такой. Жестко. Ты сделал мудрый выбор, Ричард. Я очень тобой горжусь. Жесть. Трэш. Да. Чё? А все могло быть гораздо проще. Уже бы убили искателя, уже бы сериал закончил. Ричард! Прости. Я не хотел это делать. Так она не сломила его. Убили бы тебя. Мы должны выбраться отсюда. Он все это время подыгрывал ей, Знаю, смогу офигеть. ли я уйти. Я беспомощен перед Дэной. Я держался, но ее Оскар магия ему. оказалась сильнее. Прикинь, жесткий какой он. Временами я не могу даже думать. Терпеливый. Делаю все, что только она прикажет. Ричард, не сдавайся ей. Я должен буду предстать перед Ралом и присягнуть ему. Ты этого не сделаешь. Я способен на худшее. Я не могу сопротивляться ей. Особенно, когда она подносит ей Джилл. Келлен, если она прикажет мне тебя убить, я вряд ли смогу остановить себя. Поэтому исповедуй меня. Я тебя знаю. Ты достаточно силен. У него получается как бы на Иджил этот триггер, да, он как бы его видит, чувствует, он вспоминает боль, которую он ему причинил, и организм такой типа не хочу боль, поэтому буду подчиняться. Скорее всего, это так работает. Думаю, выход есть. Говори. Исповедай меня. Ой, Я так и подумала. Короче, вот... так я же тоже- сказал уже про это. Да я знаю, то, что он так скажет, я так и думала, типа... Но я думаю, это правильное решение, а потом она может убить себя и освободить его. Но это ты, конечно, замудрила, завернула. А я, знаешь, как подумал, что он такой, типа, хочет проверить ее, способна ли она его исповедать или нет, потому что та же наболтала. Он такая, нет, я не буду. И он такой, ага, она не будет, значит, я пошел Такой тоже может быть. побеждать. Ричард, если я Ты должна. исповедую тебя, я уничтожу то, чем ты являешься. Да ну уже это делает. Исповедай меня, и я сражусь с ней. Ну, кстати, быть твой твоим план очень рабом, чем хороший. её. Ричард, ты победишь ее и без магии. Потому что это... Но если им нужно их цель освободить искателя... Да, то это жертва минимум получается, а просто мы лишаемся Келлен. Ну, Келлен, ладно, жалко, что поделать. Ну, это и миссия. Да, зато спасла и искателя, и... Ну, и все классно. Блин, ну это прям нормальный план. Нужно заглянуть в себя. Заглядывал. Хотя, с другой стороны, извиняюсь, что так часто оставлю паузы, они нам в начале серии как показали? Пришли 4 солдатика, пришли эти морсиды, и все. И искатель пал буквально за 5 секунд. То есть, если сейчас Келлен пожертвует собой, чтобы вот этот план реализовать, который ты сказала, то... Что им мешает второй раз также найти искателей и быстро его починить? Но это очень слабую битву нам показали, как будто бы у искателей нету шансов. Если спасут сейчас, то, скорее всего, это повторится и потом. А он их сейчас перебьет. Нет. Почему? Она его исповедует. Она он- исповедует, чтобы сбежать, а не чтобы убить. Да и тем более, если эти... Ну, а логичнее будет, если она его исповедует, да. прикажет ему убить их. Ну, он всех перебьет. но и не факт, что это потом- единственные морситы, которые есть. Может, морситы есть и другие какие-нибудь Да, башни. но там вряд ли этот орал такой, типа, теперь ты. Кто знает? Но все напрасно. Я не вижу себя там больше. Вижу только ее. А возможно... А как будет как с дедом, короче, дед, который в тюрьме сидел, он же тоже притворялся, что он пленник и все такое, а на самом деле в ее подчинении. Возможно, сейчас он говорит ей все то, что она ему сказала, а на самом деле он тоже в подчинении уже.
Ричард, Прошу. нет! Ты должна! Нет! Нет! Шота была права. Ты предала меня. Предательством был мой уход. Да. Вот я с тобой не случилось бы всего этого. Да, я об этом и говорил вы еще в начале, мать. Вот ты вообще предательница. Нет, предательница там. Вот тут. Долго еще? Терпение. Мы ждем тут Кэлен уже больше часа. Она не возвращается. Раф, я хочу, чтобы ты отправил людей на О, все, минус мать, все свободны. За ними! Все свободны, минус мать, понятно. Моя госпожа, не бойся. Сейчас придут в себя, смотри. Ну опять эти все злодеи всегда работают на крысу. Они такие, блин, 20 крестьян с вилами, это, конечно, супер опасно для нас. Мы в профессиональных доспехах и с мечами с ними не справимся. Пойдем в крысу, лучше завалим ее, и все сразу разгреб... Ну вот эти вот крысятнические злодейские действия прям меня как всегда раздражают. Идемте домой. Надо быстрее уходить отсюда. Бежим! Скорей. Эй, свободны. Эй, куда вы? Искателю нужна наша помощь. А он реально, походу, смотри. Исповедница мертва. Ее бедные рабы освободились из-под чар. Теперь некому воевать за тебя. Помните, кто смотрел «Звездные войны», там был вот этот вот, как его, я не помню, как зовут, он такой большой слизняк, короче, король, типа такой тоже. А, я поняла. Да, и у него тоже пленницы на цепи всегда у него там сидели, вот прям сцена, да, один в один. Но ей так неудобно сидеть, мне кажется, что ноги как-то странно ровно. Ну, она просто изящно хочет выглядеть. Это странно. Перед тем, как казнить себя, ты будешь обучена мной. О, еще одна обучатель, Уверена, твое ученица. воспитание пройдет в нескончаемой, страшной агонии. Конечно, Ричард может спасти тебя от мук, подарив тебе милосердную смерть. Чем докажет мне раз и навсегда, что его обучение закончено. Убей ее. Какая-то жесткая женщина. Сделай это сейчас. Зато это не игры, здесь все серьезно. О, Ну же, Ричард, я жду. Убей ее. Ричард, это не ты. Не могу. Тогда смотри на ее мучения. Избавь ее от боли, Ричард. Нет! Что? да, в глаза смотрит друг другу, узнал ее, вспомнил, наверное. Зачем бросаешь кинжал? Этим кинжалом надо убивать. Ничего себе, у тебя еще столько сил осталось? А что он такой сидел? Ага. Полуживой. Чисто на Ускорялся? на адреналине.
Просто как быстро она победила Искателя в лесу, и как сейчас долго не может победить Келлен своими черными вот этими заклинателями, магией. Нет, тогда просто Искатель не ожидал, и ему сразу пырнули, и тупал. Ну да, наверное. Ну вот сейчас тоже, видишь, вот, Искатель сразу вырубился, хотя, ну, Искателя, у телосложения Искателя гораздо крепче, чем у телосложения Келлен. Ему вот так воткнули, и он сразу вырубился. Здесь вот ей воткнули, она не вырубается. Так и первый раз ты вырубилась от неожиданности. А тут она же ожидает тоже. Ну ладно. Ну, иммунитет развивается, наверное. Что-то такое. Ты не должен хотеть сделать ей больно, не должен. Вспомни урок. Она магию обратно воспринимает, нет? Ладно. Во, я понял, она его натренировала, типа, терпеть боль, он даже этот Иджилл трогал. И в итоге он такой, типа, да мне плевать, что ты меня сейчас останавливаешь, типа, и проткнул. Сама себе убийцу натренировала. Ой, да не трогай ты ее, вот так вот ей в лицо вот сделай, назад толкни ее, чтобы попала, и все. Капец ты злая. Ты научила меня сопротивляться боли. Да фу, так противно. Да там Келлен, женщина твоя, лежит. Вот-вот. Да прикольный персонаж. Объективно Нет, прикольный. Персонаж крутой, но она мне просто противна действиями своими, понимаешь? Я не могу бесить. Серия офигенная, очень классная. Сама себе убийцу натренировала. О чем я и говорил. Искатель стал еще сильнее за счет пыток. Надо уходить отсюда. Ричард, я должна тебе кое-что сказать. Наконец-то. Сказала. Это правда? Да. Причем Дэна уже сказала, и типа, знаешь, а мало ли что она сказала вообще о чем. Это немножко странно, да. Ну ты хотя бы уточни, что она сказала. Она могла много чего сказать, она много чего и неправду там говорила. Знаешь, каково это? Услышать все от нее. Ну не очень, наверное. Почему ты не говорила? Потому что дурочка. Ну. Думала, если скажу тебе правду, ты будешь бояться меня. Твои чувства изменятся. Он же сразу Выходит, такой, мои я чувства для трусишка, тебя зайка. важны. А говорила, что нет. Ну, как ты сказал, лжец из меня никакой. И что? Дальше будет? Не представляю. А где Зет? Но знаю точно, что не уйду от тебя ни на шаг. Ну наконец-то ты это поняла. Я даже не знаю, предательство хуже, чем от тебя уйти. Может, пророчество уже исполнилось? Но, Ричард, твое предназначение много важнее, чем любые чувства между нами. Поэтому мы никогда их не воплотим. Ну не, после Чтобы они не пророчества-то ушли можно. из-под контроля, мы их похороним. Ну смотри, ты его поцеловала, он остался в норме. Вы, в принципе, можете ограничиться в своих отношениях только этим, поцелуйками. И все, и все довольны. И поцелуйки есть, и чувства есть, и все хорошо. Чё? А я думал, ты что-то сказать Ты хочешь? сможешь? Что ж,
Одному я научился у Дэны. Терпению. Это страдать молча. Типа чувство не может выразить, поэтому страдает молча. Ясно. Да. Она такая, да мне пофигу вообще. Да я вам говорю, пошла. нормальный план я им раскидал. О, а вы где были? А вы где шлёндрали-то все, я не понял. Вы почему в этой битве сейчас не участвовали великолепно? Вы должны тоже были поучаствовать, чтобы вас тоже быстренько всех покромсали и все. И сейчас будут продолжать дело своей госпожи. И зачем? Ой, фу. О, дыхание, да? Блин, это имба какая-то. Это жесткая имба. Ей там мечом проткнули насквозь. Это как там так? пару минут она полежала, типа, и оживила. Там он вся в крови, вон весь пол. А где кровь? Серьезно? То есть мы с ней не прощаемся. Ну это неправильно, он ее такой на мечом, а они такие, все, и в жизни. Ну это имба какая способность, может так целую армию воскрешать ходить. Ну не знаю, это... Понимаю, когда... Нет, не имба, если там час после смерти прошел. Ты, да, если нифига 3 себе. минутки, то можно. Ну все равно 3 минуты, все имба. Чё, давай впечатлениями делись. Мне Вот мне понравилась серия. по логике, вот если и Джилл забирает жизнь, и ты как бы вдыхаешь, грубо говоря, и эта жизнь проходит через Джилл, потом через тебя, и ты обратно ее даешь. Это норм. Но если тебя убивает что-то другое, и ты просто приходишь, отдаешь жизнь, ну это как-то такое себе. Мне такое не нравится. Серия очень крутая. Не зря про нее столько писали. Что там будет в 8 серии? Вот что там было? Было много чего, оказывается. Очень, ну, серия и сюжетно интересная, и новые персонажи, новые способности, и очень интересно тут эмоциональный накал. Ты прям проникаешься, ты прям чувствуешь, переживаешь, и это все очень красиво, очень классно прям проработано. Казалось бы, всего лишь там сколько, 40 минут серия, но столько всего показали, как будто я там 2-часовой фильм посмотрел на самом деле. Вот. Хорошо. Бесила она меня, короче, очень тоже неприятно было, когда она вот это вот свои психологические фигни испытывала. Да, то, что пытки-то это ладно, это в фильмах обычно и так показывают, а вот такое психологическое давление очень неприятно было смотреть. А как персонаж, да, реально классная, она интересная. Надеюсь, она еще появится. Ну, видимо, появится, раз ее воскресили. Вот. Все? Все, да. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакции. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бустер, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока.